Здравствуйте, мои дорогие друзья и подписчики. Сейчас я хочу поговорить с вами о решении бытовых материальных проблем с помощью высших сутей. Ко мне приходят люди для консультаций, для получения ответов на свои вопросы. И я всем рассказываю, как они могут достичь успеха и процветания в нашем дуальном земном мире. Я говорю им о гармонии между духовным и материальным. И люди, в основном, это относится к молодым душам, которые только начинают реинкарнировать в человеческом теле, но в то же время видят, что вокруг происходит. И они говорят, что типа, хватит нам о духовности, рассказывать. Нам нужны деньги, богатство, средства для жизни. Подскажите нам, как сводить концы с концами, решать проблемы. И сейчас я решила рассказать вам о той сути, к которой могут обращаться многие и получать какую-то помощь, поддержку. Даже, собственно, и без помощи проводника. Это суть известная на весь мир. Это хатей. Это эгрегор денег. Индийская ипостась Будды. Божественная суть. Что значит божественная суть? Это суть из божественной системы, из иерархии. Богатства и процветания нашего Господа. То есть его главная задача – это помогать людям обретать дары материальные. Это тот весельчак с большим животом, которого все мы прекрасно знаем. Это философ, ценящий жизнь. Суть это добрая, щедрая, светлая и жизнерадостная. Из скупого человека он может сделать щедрого. Приносит достаток, земные блага в разумных пределах. Дает человеку встать с колен, вытащить его из нищеты. Приносит удовлетворенной жизнью и щедрость. И говорит, что легкие деньги – это не значит безответственность. Он поддерживает людей, но не всех, а по карме. Я уже много раз говорила и писала и в книгах, и в своих публикациях, что негативную карму людям следует исчерпывать. Это имеет очень большой смысл. Я даю многим и ученикам, и клиентам такое специальное упражнение, называется внутреннее очищение, которое следует им проделать, чтобы очиститься духовно. И в этом упражнении предлагается простить обидчиков, понимая, что, например, человек просто низкого уровня развития, он не понимает, что он обидел, досадил. То есть быть снисходительными к такого рода людям. Самому попросить прощения у обиженных, у обобранных. Там очень много пунктов, которые следует проработать. При этом нужно иметь в виду, что, выполняя это упражнение, не обязательно звонить человеку по телефону. Можно разговаривать с его душой, создавая его мыслеобраз, обращаясь. Души слышат нас, и на душе станет легче. Если что-то отнял у человека, нужно постараться возместить, и так далее, чтобы как бы избавиться от негативной кармы, которая уже наработал. И жить станет легче. И сути божественные станут относиться к вам гораздо лучше. Так вот, хатей любит и подарки, и подношения. Что это может быть? Это может быть
часть денег, полученная с его помощью, возвращенная в его энергетический фонд, чтобы он как бы не ослабел и мог продолжать свою нужную людям работу. Воздаяние — закон космоса. Даю, чтобы и ты дал. Поэтому это все очень важно, это нужно учитывать и, соответственно, вести себя. Вот проведу вам советы от этой сути. Он говорит, что для успеха в любом деле человек должен быть в тонусе, чакры его должны быть активны. Для успеха важен высокий уровень энергии человека. Ну, это тоже очень легко объяснить и понять. Конечно, если человек еле носит ноги, и если его энергетические центры работают кое-как, у него нет энергии на решение элементарных проблем, не то что там для творчества, для которых требуется свободная энергия. Это само собой. Человек должен быть в тонусе. И если он растрачивается на негативных эмоциях, еще не понимает, что таким образом он лишает себя жизненных сил, то, может быть, ему имеет смысл освоить чистоту, которая насыщает энергией, дает гармонию. И с ее помощью быть более активным. То есть все взаимозависимо. Никакой халявы нет. Это нужно понять, наконец, всем людям. За все в той или иной мере нам приходится платить. И той же сути, которая может привлечь к нам успех, богатство, процветание. С ней тоже нужно делиться энергией любви и благодарности. Таков закон равновесия, воздаяния. И те люди, которые осваивают законы мироздания, они, конечно, более защищены от ошибок, и они имеют в жизни больше успеха, потому что уже понимают, что делать можно, что нельзя, соответственно, обходят пороки и совершают меньше ошибок. Вот, собственно говоря, что я хотела сказать вам о такой общедоступной чистоте, как ипостась Будды, суть божественной системы Хатей. Пожалуйста, попробуйте договориться с ним. Подготовьтесь, начинайте медитировать на эту суть. Купите статуэтку, ставьте ее перед собой на стол. Медитируйте, привлекайте его энергию, подготовившись, естественно. И вполне возможно, у вас все получится. А я желаю вам, как всегда, всяческих успехов, богатства и процветания и решения всех ваших жизненных проблем. Будьте здоровы!